Когда ветеринар проводит срочную операцию коту с большим вздувшимся животом, он находит внутри нечто, что переворачивает все, что он знал о связи людей и животных. Прежде чем вы начнете смотреть, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить другие трогательные истории. А также напишите в комментариях, из какого вы города. Доктор Рид 12 лет проработал ветеринаром в Портленде, штат Орегон. Но в последнее время груз этой работы все сильнее давил на его плечи. Он держался лишь на силе характера и чистой воли. И тут в дверь ворвалась женщина. Ее лицо побелело от страха и отчаяния. На руках она держала огромную, тяжелую ношу. Кот был таким огромным, что казалось, он нарушал все законы природы. Ослепительно белый пушистый комок беспомощно свисал у нее на руках, его тяжесть явно превышала ее силы. «Вы можете нас принять!» Выкрикнула она, голос срывался. Он в таком состоянии уже несколько недель, и ему становится все хуже. Не дожидаясь ответа, она побежала вперед, задыхаясь и готовясь к конфликту. Доктор Рид сразу распознал знакомую модель поведения. Ужас, прикрытый гневом. Отчаяние, маскирующееся под агрессию. «Пожалуйста, положите его на смотровой стол», — спокойно сказал он, его голос стал якорем спокойствия. «Давайте разберемся, что происходит. Его зовут Оливер», — сказала женщина, с трудом переставляя ноги под тяжестью кота и опуская его на холодную поверхность. Стол скрипнул под весом. Он почти не двигается. Он почти не ест. Это не просто больной кот, доктор. Он какой-то странный, твердый, как камень. Я думаю, он умрет. Ее голос опустился до шепота. И если с ним здесь что-то случится, я клянусь, угроза застыла у нее в горле. Доктор Рид положил ладонь на голову кота, почувствовав слабое вибрирующее мурлыканье от существа, которое едва держалось. Оливер не сопротивлялся. Он просто завалился на бок, его глубокие голубые глаза уставились в потолок, будто пытаясь отделиться от собственного тела. «Я знаю, что вы напуганы, Эмма», — мягко сказал он, прочитав ее имя из карточки. «Но позвольте мне его осмотреть. Напугана». Голос Эммы дрожал. «Я не напугана. Я в ужасе. Для вас это просто очередной пациент. Для меня — умирающий близкий друг». Рид слышал эту смесь эмоций много раз. Он глубоко вздохнул и надавил пальцами на раздувшийся живот Оливера. Ощущение удивило его. Это не был подкожный жир. Это не была обычная ткань. Под кожей прощупывалось нечто твердое, плотное и совершенно загадочное. «Здесь большое образование», — тихо произнес он, хмурясь. «На самом деле, несколько образований, твердые, как камень», — повторила Эмма, голос ее сорвался в панике. «Это ужасно, правда? Опухоли. Вы скажете, что у него рак, да? Я пока не знаю, что это», — честно ответил Рид, и в его голосе послышалась собственная растерянность. «Нам нужно немедленно сделать рентген». Я никогда не чувствовал ничего подобного. Тишина повисла, как приговор. Эмма кивнула, ее лицо побелело от ужаса, и она помогла ветеринару перенести Оливера на стол. Аппарат ожил низким электрическим гудением. Рид встал за защитным экраном, его палец замер над кнопкой. Затем изображение стало проявляться постепенно, как снимок в проявителе. Он наклонился ближе, его глаза расширились, пульс участился. Руки его вдруг замерли. «Что там?» — потребовала Эмма, бросившись к экрану. «Это рак». Насколько все плохо, доктор Рид уставился на изображение, совершенно ошеломленный. Экран показывал то, чего он не видел за все 12 лет практики. В брюшной полости Оливера странной формы располагались аккуратными рядами. Маленькие плотные объекты с почти металлическим отблеском. 20, может, больше.
Одни круглые, другие продолговатые, несколько с неровными краями. Что это было, он абсолютно не представлял. «Я не понимаю», — прошептал он. «Это не опухоли, тогда что?» Голос Эммы дрогнул от отчаяния. «Что находится внутри моего кота, не знаю», — признал Рид, и его профессиональное спокойствие дало трещину. «Это твердые предметы, инородное тело, но что именно, по одному рентгену не скажешь. Инородное тело», — повторила Эмма, и ее страх сменился смятением. «Вы хотите сказать, он что-то проглотил?» «Много чего», — Рид кивнул, указывая на экран. Как минимум 20 отдельных предметов разных форм и размеров. Одни выглядят круглыми, другими более сложными. Но что это? Голос Эммы повысился. Металл, пластик. Они его отравляют, поэтому снимку не определить, осторожно сказал доктор. Плотность указывает на металл, но дальше он замолчал, покачав головой. Их нужно извлечь. Что бы это ни было, это его убивает. Органы сдавлены. Пищеварительный тракт заблокирован. Если не прооперировать немедленно, он не проживет и суток. Колени Эммы подкосились. Она ухватилась за стол, чтобы не упасть. «Операция», — прошептала она. «Да, сделайте это. Пожалуйста, просто спасите его. Мне нужно, чтобы вы поняли», — мягко сказал Рид. «Я не знаю, что мы там найдем, и не знаю, зачем он мог проглотить столько всего». «Риски велики, мне все равно на риски», — сказала Эмма. Слезы текли по ее лицу. «Он у меня один». «Пожалуйста», — врач кивнул. «Мы сделаем все возможное. Оперируем завтра первым делом с утра». В ту ночь доктор Рид не мог уснуть. Он смотрел на рентген Оливера, светящийся на мониторе. Загадочные формы не давали ему покоя. Что это может быть? Зачем коту глотать столько всего? Он не мог это объяснить. Утром Рид уже был в клинике, собранный, но встревоженный. Операционная была готова, инструменты разложены в идеальном порядке. Эмма пришла вскоре после, ее глаза были красными и опухшими, руки дрожали, когда она ставила переноску. «Мы поможем ему», — сказал Рид, хотя собственная неуверенность давала о себе знать. Она кивнула, не в силах говорить, просунула руку сквозь прутья, чтобы погладить Оливера по голове. Ее пальцы погрузились в густую белую шерсть, которая даже сейчас, в болезни, казалась ослепительной. «Держись, большой мальчик», — прошептала она. «Пожалуйста, держись», — команда уложила Оливера на стальной стол. Его белоснежная шерсть резко контрастировала с холодным металлом. Мониторы зажглись, издавая ровные успокаивающие звуки. «Вводим анестезию», — тихо распорядился Рид. Глаза Оливера медленно закрылись, дыхание стало глубоким и размеренным. В операционной воцарилась тишина, нарушаемая лишь монотонным писком аппаратуры. Руки Рида слегка дрожали, когда он сделал первый разрез. Он провел 1000 операций, но никогда не шел вслепую, не зная, что найдет. Он ориентировался по рентгеновскому снимку, аккуратно продвигаясь через ткани к первому образованию. Его пальцы нащупали его раньше, чем глаза увидели. Нечто маленькое, твердое, холодное. Он работал осторожно, чтобы извлечь предмет, и, наконец, вынул его. Объект был покрыт остатками пищи, полностью скрывавшими его суть. «Сален», — тихо сказал он. Медсестра подала ему тазик. Рид осторожно промыл предмет, смотря, как грязь смывается, и затем замер, дыхание перехватило. «Что это?» — спросила ассистентка. Рид поднял маленький чистый предмет под светом лампы. Это была жемчужная сережка. Изящная, красивая, несомненно, драгоценность. Жемчуг мерцал, странно перекликаясь с белизной кошачьей шерсти. «Боже мой!»
прошептала медсестра. «Это сережка». Рид кивнул, голос его был полон неверия. В этом КТ была сережка. Он аккуратно положил ее в стерильный лоток и вернулся к работе. Если там был один предмет, возможно, рядом окажется другой. Он извлек его, промыл, маленький медальон, потускневший, но целый, затем еще один, колечко с изогнутым ободком, затем еще тонкий браслет. Один за другим он их извлекал. Один и тот же ритуал — извлечь, промыть, узнать. Кулон в форме сердца, еще одна сережка в паре к первой. Маленькая брошь, цепочка с миниатюрным шармом. Хирургический лоток медленно наполнялся сокровищами. Всего 20 предметов, и каждый был загадкой. Вся операционная команда стояла в ошеломленном молчании. Зачем коту глотать украшения? Наконец спросила медсестра. «Понятия не имею», признался Рид, аккуратно зашивая разрез. За всю карьеру не видел ничего подобного. Он тщательно зашил рану, его мысли лихорадочно работали. Монитор продолжал показывать ровную линию, пациент был жив. Оливер выжил, но тайна оставалась. Когда Рид снял перчатки, его руки дрожали. Не от операции, а от необъяснимости увиденного. В приемной Эмма вскочила, когда дверь открылась. Ее лицо было маской страха и надежды. Доктор Рид вошел, неся лоток, накрытый чистой тканью. Он осторожно поставил его на стол и отодвинул ткань. Он перенес операцию, первым делом сказал он. Он жив. Его состояние стабильно, колени Эммы подкосились от облегчения. Слава Богу! Слава Богу! Но, Эмма, продолжил Рид, и его голос звучал странно, вам нужно увидеть, что было внутри него. Он откинул ткань полностью. Очищенные предметы лежали там, сверкая под светом. Эмма смотрела, сначала не понимая. Затем ее взгляд сфокусировался. Лицо ее побелело. «Нет», — прошептала она. «Нет, это невозможно». Ее дрожащая рука потянулась к лотку, но замерла в воздухе. «Это украшение», — подтвердил доктор. 20 предметов. Именно это было внутри Оливера. Эмма прикрыла рот. Она отшатнулась, облокотившись о стул. «Я не понимаю», — выдохнула она. «Как? Зачем?» Ее взгляд упал на жемчужную сережку. Лицо ее исказилось. «Боже мой!» — прошептала она. «Боже мой, это сережка моей мамы». Она протянула дрожащую руку и подняла ее. Я потеряла ее, голос ее прерывался. Потеряла 2 года назад, когда она умирала. Искала повсюду. Думала, она пропала навсегда, слезы хлынули по ее лицу. Ее пальцы коснулись медальона. А это принадлежало моей бабушке. Она подняла его, осторожно держа в ладони. Она дала его мне перед смертью. Внутри должна была быть фотография, но теперь оно было пустым. Я все равно хранила его. А потом потеряла. Она посмотрела на доктора Рида, и ее лицо отражало шок, смятение и нарастающий ужас. «Все это мое», — прошептала она. «Все это мое». Но как? Как Оливер, она не смогла закончить. Она опустилась на стул, уставившись на разложенные перед ней драгоценности. «Не понимаю», — повторила она едва слышно. «Зачем он их проглотил? Почему он это сделал?» Рид медленно покачал головой. «Не знаю», — признался он. За 12 лет не видел ничего подобного. Кошки иногда глотают что-то случайно, но столько предметов, все украшения, все ваши, он замолчал, столь же озадаченный. Эмма брала каждую вещь по одной, и с каждым предметом на ее лице появлялось узнавание. «Это колечко было маминым», — прошептала она. «Этот браслет — бабушкин.
Этот шарм я носила его на маминых похоронах. С каждым узнанным предметом она плакала сильнее. Но почему? Продолжала она спрашивать. Зачем он их брал? Зачем глотал? Ответа не было. Эмма прижимала украшение к груди, рыдая. «Можно его увидеть?» Наконец спросила она. «Пожалуйста, мне нужно его увидеть». Рид кивнул и провел ее в послеоперационную. Оливер лежал на теплой подстилке, еще под действием анестезии. Его белая шерсть казалась еще чище и нежнее на фоне больничного одеяла. Эмма опустилась на колени у клетки, слезы текли по ее лицу. Она смотрела то на кота, то на украшения в руках, то снова на Оливера. «Что же ты наделал?» Прошептала она. «Зачем?» В последующие дни Оливер шел на поправку в клинике. Эмма проводила у его клетки часы, не в силах уйти, без конца задавая один и тот же вопрос. Она приносила украшения с собой, разглядывала каждое, пытаясь понять. На третье утро Оливер наконец пришел в себя полностью, его глаза открылись. Он посмотрел на Эмму и тихо мяукнул. Эмма снова разрыдалась. «Зачем?» — спросила она его, зная, что ответа не будет. «Зачем ты их взял?» Она просунула руку сквозь прутья и нежно погладила его по голове, и ее пальцы снова утонули в густой белой шерсти, и тогда медленно, как озарение, к ней начало приходить понимание. Она вспомнила дни после смерти матери. Как она плакала безутешно, не в силах существовать, и как Оливер не отходил от нее ни на шаг. Он был как тихий призрак, белое пятно утешения в ее черном горе. Она вспомнила, как потеряла сережку и как это ввергло ее в новую пучину отчаяния. Оливер был рядом, он видел, он чувствовал ее боль. Она вспомнила смерть бабушки год спустя и исчезновение медальона, ее новую, свежую скорбь. Оливер снова был рядом, прижимался к ней. Каждое украшение, которое она теряла, пропадало в самые темные моменты ее жизни, моменты всепоглощающей печали, моменты, когда она тонула. И Оливер был свидетелем всего этого. Выдохнула она, и осознание накрыло ее волной. Оливер. Ее руки дрожали, когда она коснулась его мордочки сквозь прутья. «Ты же все чувствовал, да?» Прошептала она. «Ты чувствовал мою боль, мое горе. И ты не знал, как мне помочь». Слезы потекли по ее лицу. «Значит, ты их забрал», — продолжила она, голос разрывался от эмоций. «Ты забрал вещи, которые напоминали мне о них, вещи, из-за которых я плакала. Ты проглотил мою боль, потому что не мог видеть, как я страдаю». Оливер заурчал громче, прижимаясь головой к ее руке. «Ты попытался нести это за меня», — всхлипнула Эмма. «Ты попытался забрать все, что меня ранило. Ты держал мое горе внутри себя, чтобы мне не пришлось». Она прижала лоб к клетке, плача и смеясь одновременно. «Что же это за любовь такая?» Прошептала она. Доктор Рид, стоявший в дверях, почувствовал, как у него сами собой наполнились глаза. И он, наконец, тоже все понял. Через 3 дня Оливера, наконец, отпустили домой. Эмма прижала переноску к груди, украшения лежали в безопасности в ее кармане. «Спасибо вам, доктор Рид», — тихо сказала она. Рид кивнул: «Берегите друг друга». В машине Эмма слегка приоткрыла переноску и показала Оливеру украшение в своей руке. Его голубые глаза, яркие, как сапфиры, смотрели на нее с бездонной преданностью. «Теперь я понимаю», — прошептала она. «И я обещаю, что со мной все будет хорошо. Тебе больше не нужно носить мою боль». Оливер ответил долгим, глубоким урчанием, которое, казалось, исходило из самой его души. Эмма положила руку ему на голову, ощущая под ладонью мягчайший белый мех. «Мы едем домой, любимый», — сказала она.
Машина тронулась и скрылась в вечерних сумерках. И в этот тихий момент две души, так отчаянно пытавшиеся спасти друг друга, наконец обрели покой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!